Ты мне сейчас будешь тут петь? Вообще криво. У меня упал опять чай. Ужас. Какой ужас. Хорошо. Сейчас покажу, как дед мой пил. Огромнейшая кружка. Чай кипяток. Вот. О май гад. Ровно 4 шага. Ой-ой-ой. Кто это? Это вообще знакомая моя. Вы комфорт. Если Спасибо что, большое, Саша весь Базовская. Я выпуск. хоть тебя не знаю, я тебя люблю. шараут. Шараут, Всех Саша Базовская. Дело в том, что это наш 5-й выпуск, но мы только сегодня выложили первый да. выпуск, поэтому Кстати, сегодня, да. типа, все 4 они были записаны просто впустую, а мы только сегодня получаем первый реакшн. А вы думаете, почему и стол это сегодня очень такой? круто. Накрыли стол. Почему накрыли стол? Конечно. Почему Сабантуй сегодня? Так праздник же. Я вижу, не старайся, рисовать не получилось со мною. Точки зрения. Всем привет. Всем привет. С вами подкаст «Точки зрения». Сегодня мы пишем в такой уютной, теплой обстановке Сабантуя. Сегодня мы дома. У нас такой стол, у нас такие теплые цвета, потому что сегодня тема семьи, Да. родителей, там все такое. Прекрасно. Самое теплое. У нас очень теплое начало, но дальше будет жара, мне кажется, потому что Жара. у нас, наверное, это будет первый выпуск, где прям остро, возможно, будут отличаться наши мнения. О, да. Потому что обычно мы сидим такие, друг другу поддакиваем и все такое, а сегодня обычно, чтобы вы просто понимали картинку, у нас есть как бы название, да, к видео, как бы тема, но все, что мы говорим, это обычно это просто фриток. Да. Мы просто разговариваем, просто развиваем тему. Либо предыдущий выпуск, который был про мозг, если вы все еще не посмотрели, мы просто сидели, типа, про что пишем? Про мозг. Вообще просто. То сегодня у нас был такой одноминутный ток до записи, типа, а что ты думаешь на эту тему? И наши мнения completely вот так вот разошлись, как в море корабли, поэтому я думаю, это будет интересно. Но я хотела вначале сделать announcement, то, что несмотря на все, что будет сказано сегодня, be respectful, пожалуйста, проявляйте уважение ко всем мнениям, у всех они могут быть разные, и это очень нормально, это обычная позиция. Be respectful to me сегодня. В общем, в комментариях все такое, где-либо никакого засера, пожалуйста. Я не знаю, как еще сказать. Все, в общем, просто мы просим быть добры ко всем и appreciate. Короче, уважать ко мнению каждого. Я не апрещиет. Давайте все-таки уже начинать, да? Да, как следует из названия видео, наш main point — это то, что семья — это основной, это даже не наш, это и так и есть семья. Это в принципе по жизни. Да, это первый и основной институт в развитии человека, как в социальной группе. Ссылочка еще к этому видео. На социальную группу. На самом деле, если изучая это со стороны социоведения, или как первые люди, которые вводят тебя, в принципе, в понимание реалий, в которой ты живешь, в понимании, как устроено общество, как оно структурировано, это только семья. И даже если сказать более грубо, наверное, до более осознанного возраста, наверное, до лет 15 или даже больше, то есть уже прям до подросткового возраста, все равно семья остается основным источником, во-первых, информации, во-вторых, структуризации твоего мозга. Вообще всего. Взглядов на жизнь, приоритетов, там, целей, установок, всего. Ровно так же, как и комплексов и всяких законов, потому что, почему все психологи там говорят, что это все идет из детства, это все идет вот очень далеко оттуда, и семья... родители, whatever. Знаешь, здесь и далее семья, родители, я буду подразумевать, мы будем подразумевать просто людей, которые вас вырастили, потому что у людей разные случаи бывают, не всегда это могут быть важно. Родители, то есть просто мы будем это обобщать одним словом, но мы имеем в виду просто людей, которые были с вами во время вашего роста, грубо говоря, короче, все поняли. Вот, и они те самые люди, которые закладывают вас в базу. В принципе, вы отражение своих родителей,
и так далее. То есть ваши родители — отражение ваших бабушек. Ну, в общем, это очень все понятные вещи, но вы должны понимать, как бы я тут, наверное, начну рассуждать про свой первый поинт, то, что если вы примерно в одной возрастной группе, как мы, у вас родители либо бэйби-бумерс, либо вот эти миллениусы, как это поколение. Короче, они были, я думаю, что в большинстве своем застали СССР, все такое. И вот застали эти, 90-е. да, что очень вот важно. эти очень жесткие установки, правила, как нужно, как не нужно, как, ну, то есть вы примерно представляете, что было в то время, когда у людей не было особо средств информации, у них были установки четкие, там, по поводу семьи, тем более. У там. них страна развалилась. Ну, там не просто про телевизор, там страны не стало в один момент. Еще когда-то была, я имею в виду. Да, это очень тяжелый, причем не просто период времени, это целая декада, которая не просто тебя формирует, она тебя вот так вот переламывает. То есть вы, это да, очень большой вы можете влияние. делать throwback, я знаю, вы там еще не жили тогда, но просто примерно представьте, у всех есть понятие, что такое СССР, как это было, просто представьте, насколько все в мире перевернулось за эти 20-30 лет. Это кардинально. Сейчас вещи, которые даже наши родители не могут понять, для нас совершенно норм. Я не говорю там, знаешь, ну, всякие вот эти гендерные equality, social media, ну, социальные сети. Это тоже, кстати, относительно недавняя это все, вещь. Это вот, наверное, понимаем только и мы. это все вот этим комом на нас накатывается, и мы единственное, ну, мы там последующее это начинаем просто так хавать, употреблять вот, кстати, про и внедрять в свою жизнь. То есть я перебью. Да-да. Это будет вброс, наверное, не совсем related к нашей теме, но вот я думаю... У нас фриток. Знаете, наверное, поколение, которое вправду принимает и даже не хочет бороться против вот этих новых пониманий там, начиная там от расизма, заканчивая гендерными этими стереотипами, это вот как раз-таки поколение, наверное, от 2018 года. То есть, прям самые вот, маленькие, допустим, дети, которые выпустились со школы в 2017 году, они не принимают, после этого идет паттерн, где люди уже они не хотят бороться за это. Да, нам говорят, мы это принимаем, да, всем все равно. Но они рождаются уже это. в этом. Ты да. прям видишь это, то есть прям ты видишь перелом, где люди такой. Прям переломались и они идут, ладно. Ты такой сторонний наблюдатель, на самом деле. Это я как-то даже Лизе скидывала недавно типа фотку, там, где написано было то, что мы уже в том возрасте, когда мы пережили эпоху. Да. То есть вы живете, неважно, там, в любом случае, сколько бы вам ни было лет, у вас наступит или уже наступил тот момент, когда вы понимаете, как раньше уже не будет. Ну, то есть это целая эпоха. Вспомните там 2016, 2017, 2015 там. То есть... Это совсем другой вайб вообще. Ну, то есть, да. И это можно назвать целой эпохой, которая ушла, и так можно говорить про каждого человека, у него будет свой промежуток времени, когда он скажет то, что ушла целая эпоха. Я это постоянно там слышала от своих родственников, родителей, там, бабушек и так далее. То есть это очень common тема. Но суть в чем? Я просто хотела обратить внимание, насколько mindset, ну вот установки в голове, меняются, насколько вообще мир, то есть, да, семья вас вкладывает, семья вас растит, ваши родители, они вот так потихонечку в вашу коробочку сюда что-то укладывают, но общество и вообще все, что происходит в мире, все, что вы потребляете, я имею в виду музыку, социальные сети, сколько вы времени проводите, какие вы паблики смотрите, на каких людей вы подписаны, это все. Это, знаешь, я сейчас себя поймала на мысли, типа, раньше, там, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, но это подразумевало, да. Типа, друг, да. Друг, а сейчас ты, типа, скажи мне, на кого ты подписан, я скажу, кто ты. О, да, кстати, я не думала про это вообще прям никогда. Такой я, правда, не думала про это никогда. Ну, это, по сути, то же самое. Нет, кстати, да, это очень Я вот прям в моменте ты себя поймала на мысли. Ну, в общем, вы должны понимать всю обстановку в этом мире, в вашем случае тоже. Я хотела просто начать наш дискашн, начинается такие просто диалог, то, что моя личная позиция, это то, что, конечно, безусловно, я думаю, мы обе согласимся в том, что родители очень важная тема, их нужно любить, уважать, принимать их респект им отдавать, ну, как-то респект, уважение, потому что они старше, они мудрее в любом случае, они уже прошли это время, они знают вещи, они просто вот они более закаленные этой жизнью, чем мы,
Но в то же время я хочу сказать, ну, это безусловно, все вот прочерк, любим, уважаем, понимаем, все, но есть ситуации, я просто считаю то, что каждый, если вы примерно уже в таком сознательном возрасте, то есть вам там не 10 лет, а чуть побольше, конечно, вы должны принимать, ну не то, что вы должны, я просто говорю, то, что вы принимаете решения самостоятельно. Вы должны научиться, почему я говорю должны? Мне никто ничего не должен, ну просто, ой. В общем, все равно пример поколения, которое извиняется за каждое слово. Потому что это правда никто бы до этого не стал, типа, это фраза, которую используют. Да-да-да, постоянно. Это Мне просто призыв к действию, это не обязательно. Да. Такая, простите за то, что я сказала, что вы должны, вы ничего не должны. Да, вы это должны. это как раз вот отголоски нашего времени. Да. Но просто не хочу, чтобы люди докапывали до слов, но что я имею в виду, то, что у вас должен быть свой фильтр вообще всего информации. Я не говорю про какую-то потустороннюю, я не говорю там про какие-то, я не говорю там про какие-то типа социальные сети, это само собой, то, что медиа это очень все мусорный такой бак. Это понятно, это фильтровать нужно обязательно, но у нас сегодня тема про родителей, то есть иногда ваши взгляды могут не совпадать из-за вот просто временной разбежки, и это нормально. Опять, подожди, hold on, твои мысли уже там лезут. Я жду дискашн. Ладно. Я жду дискашн. В общем, ваши какие-то мысли могут не совпадать, и это норм. Это нормально сказать нет даже своим родителям, потому что у меня просто сейчас там мама. Но... В общем, ладно, надеюсь, что мне потом не прилетит за это. В общем, нужно уметь говорить нет, ну, конечно, в нормальной форме, но просто вы должны понимать то, что иногда то, что вам толкают родители, это не всегда будет 100% правдой. И не всегда все их советы верны. Я не говорю к ним не обращаться. Конечно, безусловно, вы должны прислушиваться, что-то для себя выносить, но это не обязательно, что это будет вот ваш гайд, ваш путь во всех случаях жизни. То есть просто из-за издержки вот этих вот временной и поколенческой, и вообще как мир обстоит, есть вещи, которые понимаем мы, не понимают они, и наоборот. И вы должны уметь решать для себя, что конкретно вам нужно, что вы можете изъять из того или иного совета, который вам преподносит. Возможно, мы, по-моему, даже хайлайтнули немножко эту тему в видео про продуктивность, когда мы с тобой разошли про родителей немножко, то, что ты говорила, то, что родители, наоборот, там, вот если они тебе скажут, вот, ты говорила про карьеру, там, если они идут по какой-то карьере, они добились результатов, то, типа, слушайте их, идите так же. Потому что это результат и... Это я вот так сократила в одну. Мне нужно чуть побольше разбега, чтобы вы поняли, что именно я имела в виду. Да, и, в общем, я тоже очень брифли... я не знаю, людям нужен перевод, нет? Я очень кратко тоже описала свою мысль про то, что будьте фильтром, не обязательно... все, что вам говорят родители или какие люди, которые вас воспитали, это должно быть 100% правдой. Вы можете это не принять, это вполне нормально, можете поступить по-своему, это ваши ошибки, это ваш опыт. Вы можете их послушать, это тоже поступить неправильно, потому что это их опыт, который привел их туда, где они сейчас оказались. Ты слышал этот гром? Вот, и что ты думаешь по этому поводу? По поводу там советов, следует пути родителей, там, я скажу со стороны... Я сразу предупрежу, в моей ситуации у меня безусловное доверие к родителям. То есть я сейчас буду говорить с позиции, когда я, в принципе, целиком и полностью понимаю, что если мой папа мне советует делать так, наверное, он уже прошел это, наверное, он уже видел этот путь, и он хочет просто сократить мне время. Я воспринимаю это с такой позиции. Но я воспринимаю это про вещи, которые, в принципе... требуют решения, то есть обычного решения. То есть, допустим, если мне говорят, для того, чтобы пойти и найти себе работу как минимум зарплатой от, там, не знаю, $3000 в месяц, значит, нужно пойти учиться. Это решение, которое уже кто-то решил, прошел через весь этот процесс, получил результат, и результат сработал. Это то, чему я верю. И я, в
в принципе, спрашиваю обычно мнение или вот как раз-таки помощь таких-то советов, где решение уже как бы, как сказать, оно должно быть пройдено кем-то, и я просто хочу сократить себе время. Но здесь же очень большая разбежка между паттернами в этих вопросах. Если вы хотите выбрать себе или начать двигаться в моменты, где вы хотите, там, не знаю, развиваться творчески, или в плане вы хотите найти себя, свой стиль. Наверное, это больше не вопросы к вашим родителям. Это про уникальные вещи, то, которые вы должны найти сами, доковырять, потратить время, потратить силы, сделать множество ошибок перед тем, как найти правильный ответ. Я же говорю вот про вещи, которые стативны. То есть, что мне делать, куда мне идти, что ты мне посоветуешь, я посоветую тебе идти туда, потому что сократит время, даст больше результатов. Круто. Хороший совет. Все, как говорится, все по инструкции. Но в то же время очень много аспектов, которые я, в принципе, даже мне не возникает мысли спрашивать родителей, а стоит мне это делать или нет. Как, например, существование этого подкаста. Оно не было согласовано ни с кем. Потому что является выражением моих интересов, моих мыслей. Следующий немаловажная часть, про которую очень популярная часть сейчас у нас, это такая психология углубленная, любви к себе, бла-бла-бла. Люди очень в этом просвещены, может быть, конечно, не сильно далеко, но все-таки люди знают, что есть психолог, люди знают, что можно пойти решить все свои проблемы, ну, хотя бы либо попытаться, то есть это все в легкой доступности, за это тебя не осудят, как, например, в СССР, когда там женщина не могла развестись с мужем, иначе она будет очень плохой, там, с ней никто не будет иметь дело. Сейчас, если раньше женщина не могла, то есть она просто выходит замуж раз на всю жизнь, то есть неважно, какой бы там ни был муж, поэтому там часто были избиения, какое-то там насилие, абьюз, то есть это вообще никто про это даже не говорил, все сидели, молчали, терпели, сейчас совершенно все с ног на голову, что в принципе мне нравится, потому что ты не будешь сидеть терпеть абьюз, ни физически, ни морально, то есть это все очень хорошо, то, что это развивается в таком направлении, и на тему психологии, это то, что, ну, психология и родители, это то, что очень часто, как я уже упомянула в начале, люди приходят к психологу, либо просто не как-то по ходу жизни выясняют сами в себе то, что у них есть проблемы, которые так и не скажешь, но они идут из детства, а именно из-за родителей, из-за их какой-то образа поведения, которое складывается, и все такое, вы копируете это потом на свою жизнь. Это не миф, вы можете этого не замечать, вы можете это отвергать, но так или иначе, вы, когда были маленькие, дети все копируют просто как вообще непонятно что. То есть они копируют совершенно все. Поведение, разговоры, слова, действия. Они как губка это впитывают даже в самом маленьком возрасте. И потом это все так постепенно, с годами прокручивается, прорабатывается и вылазит потом в то, кем вы являетесь. И то, как ваши родители вели себя в детстве, все-таки выходит в ваш личный шаблон. Поэтому сейчас у меня еще один поинт в голове появился, надеюсь, не забуду потом его поднять. Поэтому очень часто манера поведения выкатывается в ваши комплексы, вы даже сами того не подозревая. Допустим, просто самый популярный пример, это даже, наверное, типа а-ля прикол даже в интернете, то, что если у девочки в семье родители развелись, допустим, когда она росла без отца, все говорят вообще во всех источниках, изо всех углов, то, что как девочка вырастет, ей будет не хватать мужского внимания, ей там будет не хватать вообще всего, то есть она будет влюбляться во всех подряд, просто кто ей там дверь откроет, она сразу перед ними упадет, просто потому что не хватало этого в детстве. Это работает, я знаю, но, наверное, нужно дать немножко все-таки нашего сеттинга. У Лизы многодетная семья, у тебя родители живут вместе, у них все хорошо, у меня немножко наоборот, я один ребенок в семье, и я живу с мамой. Вот. И это совершенно нормально. То есть некоторые дети даже там развод переводят очень по-разному, потому что мне особо все было нормально. Некоторые дети прям убиваются, прям в депрессии, прям у них все плохо. То есть это очень много таких развилок. И то, что я сейчас говорила про, когда девочка остается без
отца, и потом она вырастает все такое, прям ей там одуванчик сорви, она тебе ноги расцелует. Это не в моем случае совершенно. Не знаю, может быть, опять же, я сама себя обманываю или еще что-то, но я не замечаю этого, чтобы я прям под всех там: вот ты мне открыл дверь, спасибо, Бог. Нет, у меня все-таки есть какая-то своя оболочка, свои границы, свои принципы, которые помогли мне, наверное, пройти через вот этот вот барьер легкости, даже слово не легкости, а вот как сказать, опять, как сказать такое слово? Вот да, легкомысленности, такой вот привязанности сильной, вот не, ну то есть, когда может быть, бездумно. Ну, то есть, понятное дело, что там никто не будет влюбляться как по щелчку пальца за то, что тебе подарили одуванчик, но это больше про, наверное, ну, как силы или затраты, которые требуются, чтобы получить девушку. Я просто думаю, да, то, что, ну, это есть больше бывает про тогда, это. когда прям нужно вот прям горы Когда покорять, у неё нет... когда есть полностью сформированный, ну, я не хочу сказать нормальных, это везде хорошие условия, просто есть, вот я говорю, разные сеттинги этого. Есть, когда, ну, правда, человека не добьешься, он настолько сам из себя представляет полностью... Гору такой сложенный. Полностью просто, составлено человека, который не нуждается ни в каких... я не дополнений. знаю, Ему не нечего даже дополнений, дополнять. который не нуждается в фиксировании его, не нуждается в его лечении, его не нужно лечить, его не нужно спасать, ему не нужно помогать. Если человек настолько полностью скомплектован, и он скомплектован хорошо, что это нужно, ему не нужны то есть другие нужно люди, постараться, чтобы как-то стать его частью, его парой. Наверное, это больше про это, то, что ты более независимый, ты более самодостаточный, что ли, когда, ну, вот ты себя строишь как личность, тебе, в принципе-то, и не нужны вот парень, чтобы просто он тебя поцеловал в щечку, тебе не нужен парень, чтобы он тебе принес хорошее настроение, тебе не нужен парень, чтобы ты не была одинока, то есть у тебя все это есть, ты можешь это обеспечить даже сама себе, я там не говорю, конечно, подразумеваются друзья, там, окружение, но есть люди, которым даже и хорошо в одиночестве, они могут быть интровертами или экстравертами, вообще всем подряд, но им хорошо в одиночестве тоже. Они могут себя развлечь, и все такое. Им не нужны там какие-то сопливые парни, которые там пытаются что-то сделать. А есть люди, наоборот, сами того, может быть, даже не замечая, когда они пытаются закрыть какую-то потребность в чужом человеке, когда они вот что-то видят, какую-то, может быть, эмоцию не испытали, которым хочется, которую они давно не испытывали. Вот они увидели эту эмоцию в этом парне, они влюбляются в эмоцию, они начинают привязываться к эмоции. Это даже в принципе так это работает. Ты часто привязываешься к эмоции, а не к человеку. И потом вот тебе вроде бы уже человек не нравится, и при этом ты его отпустить не можешь, просто потому что ты привязан к эмоции, к чувствам, которые ты испытываешь рядом с этим человеком. Будь там, измени его внешность, но он тебе дает точно такое же ощущение, ты будешь точно так же себя чувствовать тем человеком, даже если он выдуманный. То есть я про то, что все-таки back to родители, это то, что очень важно, чтобы манера поведения родителей в детстве была хорошей, адекватной, правильной, насколько это возможно, потому что иначе могут потом быть проблемы, если у вас, вы понимаете, то, что в детстве было, ну, не все гладко и пушисто, и у вас сейчас, в принципе, в жизни что-то вот вам не нравится в отношениях или в каких-то даже взаимодействиях с людьми, или просто есть смысл задуматься, вернуться back to your детство и подумать, что было с этим не так, либо все-таки обратиться к какому-нибудь специалисту, потому что когда вам было 3 года, вряд ли вы что-то помните. А есть люди, которые могут это раскопать и помочь. Проанализировать даже. Угу. Я, не особо у нас получается дискашн. Нет, я слушаю, мне не нравится поинт. Да, но я хотела, плавно перетекает этот пункт в то, что я хотела тоже добавить, это вы, подрастающее поколение, ровно так же, как и мы, пожалуйста, думайте над тем, какими вы будете родителями. Я говорю про то, что это важно, чтобы у вас ребенок... Я понимаю, это еще очень рано говорить про детей, мне 18 лет, я, в принципе, еще не это... Ну, я не думаю, что мне там нужен ребенок, но я понимаю в то же время то, что он мне не будет нужен, пока у меня все не будет стабильно в жизни. Вылечить сначала свою голову. Да, то есть
Пожалуйста, не рождайте детей, лучше купите себе собачку, если вам хочется за кем-то поухаживать. Тем более не рождайте детей случайно. Ну, то есть делайте все, чтобы это не получилось просто так, там, в 16 лет. Ну, понимаете? То есть вы должны понимать то, что вы будете родителем когда-то, ну, может быть, нет, кстати, про это мы тоже поговорим чуть попозже. То, что вы будете родителем, и, пожалуйста, создайте себе такой environment, когда вы готовы будете к этому, когда у вас все стабильно, вы уверены в партнере, у вас там есть какое-то место жительства, какой-то заработок, и у вас все в порядке с головой. Наверное, это самое главное. И самое главное, не распределяйте обязанности как ну, ты женщина, ты родишь и ты воспитаешь, а я мужчина, я пойду заработаю и вам принесу хлеб на стол, потому что это должен быть обоюдное и совместное воспитание. Не может быть такого, чтобы папа постоянно был на работе, а мама была только с тобой, там бабушки, дедушки тебя растили. Да. Это то же самое, это если очень папы плохо. Не будет. Или там мамы не, наоборот. Ты его не есть, если нет одного ты его не видишь хотя бы каждый день. Не, ну как, не то, что каждый день, если ты понимаешь, что у тебя папа приходит только вечером, в 9 часов вечера приходит, снимает обувь, говорит по телефону, потом телефон кладет, кушает и ложится спать, и уходит еще до того, как ты проснулся, это равносильно тому, что твоего папы нет. Ну, то есть я не говорю, что там, извините, что-то случилось, но ты его все равно не видишь. Да, он не имеет роль в твоей жизни. Такая же польза. Он вот я, кстати, не участвует в воспитании. Я сейчас I feel so bad, потому что у меня есть младший братик, ему сейчас 3 годика, и вот каждый раз, когда я уезжаю в универ, или я уезжаю на работу, и я понимаю, что я с ним провела 2 часа, потому что я еще делала свои дела, мне нужно ехать на работу, и он говорит, а куда ты поехала? Да, я так говорю, мило всегда. Да, он а куда ты уезжаешь? Куда ты уезжаешь? Я говорю, я еду на работу, он говорит, а можно с тобой? Я хочу поехать с тобой. У меня разрывается сердце каждый раз, но я понимаю, что я не могу это сделать, потому что у меня есть обязательства. Вот именно этот момент, правда, если бы это был мой ребенок, я бы, наверное, все, я рыдала бы крокодильными слезами и чувствовала бы себя отвратительно. Но... Поехали со мной. Нет, правда, Это очень, это точно пришлось бы менять. Потому что, такого не может быть, ты не можешь это оставлять. Вот да. Это тоже очень важный момент, как-то найти баланс между этим, или хотя бы проводить время, потом компенсировать. Еще такой мини-совет от наших молодых голов, то, что когда это доходит до родительства, окей, даже просто попробуйте подумать это и в том ключе, то, что вы будете родителями, в то же время анализируя свою семью, то, что у вас родители не должны быть как кнут и пряник. Это тоже довольно популярно, когда там папа тебе не разрешает ничего, он такой весь суровый, там на ночевку нельзя, денег там не дам, вот у тебя 100 рублей на 30 лет, все, типа, ничего никуда не ходи, это не покупай, это не делай, и потом ребенок бежит к маме, такой, мама, а можно мне пойти на ночевку? Мама такая, ладно, хорошо, иди, я поговорю с папой, там, мама, можно мне конфетку? Ладно, на конфетку, типа, папа не разрешает, ну ладно, на, держите тебе конфетку. Не нужно таким образом, то есть 2 родителя, они друг другу противоречат, и ребенка получается такое, что они не работают вместе, они работают отдельно, и скорее всего, ребенок, если не глупый, в принципе, инстинкты, он пойдет к тому, кто дает ему то, что он хочет. И он будет любить больше того, кто ему дает то, что он хочет. То есть вот я хочу там тут пойти туда, купить эту машинку, съесть эту конфету, мама разрешает, а папа нет. Значит, мама лучше, значит, маму я люблю больше. Вот если ты спросишь да, ребенка, это не ребенка вина. Да, и он скажет, я люблю маму. Почему? Потому что она меня любит, она меня по головке гладит, и она мне разрешает там пить чай с конфетками. Играть там в компьютер. Это не из-за того, что он эгоист и любит маму больше. Это логично. Если вас один человек постоянно вас гнобит, бьет палками, говорит, я делаю это ради твоего блага, ты не будешь оценивать его посылы, что это для твоего блага. Люди всегда стремятся к комфорту. Неважно, какого возраста или какого состояния они бы были, комфорт. Они ищут легкий путь, и чтобы получить желанное. Не то, что даже легкий, ты просто ищешь то, где тебе комфортно, где ты чувствуешь себя сейф. Просто представьте там ту же собаку, если кто-то будет ее постоянно бить ногами и палками, а другой будет с ней постоянно холить и леять, собака возненавидит просто того, кто ее бьет, он его разгрызет. Вот так же и с людьми, мы все-таки отчасти животные, поэтому это работает точно так же. И да, как ты правильно сказала, это... вы поняли, да, что я имею в виду? Потому что мы тут не канал биологии. Не пара по биологии завтра в 9 утра. В общем, да. И
это make sense, опять же, это имеет прекрасную логику, это просто прямо в точку, и не нужно винить ребенка. И то, что он вырастает таким эгоистичным потом, как это называется, если это не поменять, это же все сохранится, это вырастется, и если даже к этому ребенку, допустим, применялось какое-то физическое насилие со стороны отца, или там, неважно, с любой стороны, этот ребенок, опять же, он затаит в себе обиды, он затаит в себе комплексы, он будет озлоблен на мир, он своих детей будет воспитывать так же, он найдет там себе жену или мужа и будет копировать такой же паттерн. Если меня били, значит, это правильный способ решения проблем. Вот это, значит, я тебя тоже побью, и ты все поймешь. Да. Запомните то, что любой физический абьюз это неправильно. Там даже когда детей там били ремнем, все-таки это абьюз. Это капец какой дел. Нифига себе, меня, это страшно. Это больно. Обычно там типа побить ремнем, это обычная практика, знаешь, но на самом деле вообще нет, никакие рукоприкладства не должны применяться к ребенку, тем более в наше время, когда мы дойдем до детей, когда вы дойдете до детей, это будет еще дальше, это будет вот еще более все свободно и так далее. У меня был во дворе как-то давно мальчик, я была маленькая, не помню, сколько мне было лет, его били дома проводами. Ой-ой-ой. То есть не то, что ремнем, а просто проводами. И если он там опоздал домой на 5 минут, он был такой вот маленький, вот под стол ходил. То есть дети просто гуляют на площадке. И там у тебя и телефона-то нет, и часов, ты там по солнцу ориентируешься. И если он куда-то там за угол ушел, его не заметили там 5 минут из окна, он приходит, его там будут наказывать. И я уже, когда была маленькая, я это понимала, что это очень плохо. Мне его так было жалко, зачем вы бьете своих детей? Ну, то есть, в чем смысл? Вы только вбиваете в голову проблемы, вообще обиды, все это, и ты потом, так знаете, очерствляется, человек обрастает оболочку, он не будет доверять, он будет закрываться, он будет лгать, он может быть стать трудным подростком, там, куда-то пойти не в ту степь, просто назло, просто от непонимания со стороны семьи, он закроется в себе, то есть это вот один тут пару ударов таких ремнем, вы не, то есть это настолько может повлечь последствия. Он просто не будет видеть другого выхода. Это как эффект бабочки. Еще, если он не видит другого выхода? И если его так воспитывать, для него это будет норма поведения, он будет воспитывать также своих детей, и это пойдет просто таким вот шаром, и если пока кто-то в каком-то поколении это не остановит. И это очень страшно. У меня есть добавить, на самом деле не только физическое насилие очень влияет, но и моральное насилие. Слова очень это имеют тоже силу. Слова имеют большую силу, чем физическое насилие. Это страшно. На самом деле, любое насилие бабочки, любое слово, сказанное неправильно или сказанное не вовремя или никак, неважно в каком возрасте, оно у тебя отпечатается клеймом. До сих пор есть слова, которые я помню, которые мне сказали много лет назад, очень много. Это не стоит того, чтобы держать это в памяти, но они не уходят. Но они присосались. Слова имеют очень большую силу. Не злоупотребляйте этим, пожалуйста. И вы должны понимать для детей. То, что для вас это может звучать нормально, в какой-то степени, потому что у вас так все устроено, для кого-то бить детей тоже нормально. У вас это может быть нормально, но человек, которого вы это услышите, который это услышит, для него это настолько будет плохо. Есть люди, которые от этого получают кайф, просто над кем-то издеваться, это вообще совершенно другой сорт общества, самый низший, по-моему, и вам явно нужно что-то делать своей головой. Я считаю, что такие люди не должны ходить, разрушать мир. Но что нас не убивает, делает нас сильнее. Но словесная агрессия — это очень плохо. Да. Безусловно. И просто выбирайте правильные слова. Тут даже не только с маленькими детьми, а в принципе в обращении с людьми. Просто даже если вы в плохом настроении, это не повод как-то выгружать свою агрессию, свое плохое настроение на других людей. Если вы, допустим, это чувствуете, пожалуйста, просто говорите, что вы чувствуете, объясните ситуацию, не оставляйте слово концентрированным, не делайте вбросы, которые являются настолько ядовиты для вашего внутреннего восприятия. Разбавьте это, скажите, что вы чувствуете, разговаривайте, коммуницируйте друг с другом. Это очень важно.
важно вот в этих nowadays, in today's world, мы поняли, мы все понимаем, что очень важно разговаривать, и, как я уже сказала, это идет в правильном русле. Я видела кучу видосов, там, где ребенок плачет, и раньше его бы там просто подхватили бы за шкирку, заперли бы в угол, сейчас просто мама сидит рядом. Спасибо. Она же делает, когда он проплачется. Вот очень важно выпускать эмоции, давать себе это выпускать, уважать, если люди вам выпускают их эмоции. Не где-то там сказать, типа, вот он вам что-то рассказывает, вот ему что-то тревожит, даже какая-нибудь ерунда, там, вот у меня батарейка села в пульте, а там моя любимая программа, и мне так обидно, что не могу посмотреть. И да ладно тебе что-то, я там занят, я потом отвечу, иди ты со своим пультом. Для кого-то это реальная проблема, может быть. Ну, и то есть умейте слушать, это очень хороший навык, уметь слушать, слышать и давать поддержку вам. Я не говорю там писать какие-то мотивационные письма в ответ, просто дать понять то, что я рядом, можешь ко мне обратиться, я сделаю все, что возможно в моих силах на данный момент, и это может даже спасти жизни. Ну вот если честно. Да. Это очень важно. И любые слова тоже несут всегда смысл. Да, слова, в принципе, несут даже больше вес, чем все остальное, чем действия, чем попытки. Умейте разговаривать. И даже с маленькими детьми, back to вот эти видео, про которые я хотела сказать. Вот он проплачется, и мама говорит там, знаешь, она его там погладит, успокоит. Что случилось? Расскажи, почему ты заплакал, что тебе не понравилось? То есть они уже прививают детям то, что нужно общаться, а не путем избивания, путем там закрывания в углах темных, путем типа замолчи, не плачь, мы тут вообще на улице, что ты орешь, ты меня позоришь. Вот эти слова в моменте, они очень может врезаться в память, типа я тебя позорю, то есть я для тебя обуза, мне нужно быть лучше. Я знаю, я встречала даже людей, которые пытаются чего-то достичь, вот они рвут изо всех вот вообще все подряд, просто чтобы их родители заметили, чтобы они им сказали приятное слово. Они это делают, чтобы получить внимание, какую-то любовь, а люди, родители как будто этого не видят. Я не знаю почему, все люди разные, но просто замечайте детали, все такое. И я видела тоже сегодня это видео, как я видела. Я видела один тоже видео, кто-то рассказывал, как подобрать к ребенку как бы правильные слова, чтобы это было именно то, что он услышал. И на самом деле там ребенок весь радостный прибегает и говорит, там вот мне там этот дядя сказал, что у меня морковка самая яркая, самая большая, самая вкусная. А человек, с которым этот ребенок разговаривал, он не говорил ему, что твоя морковка самая яркая, большая, вкусная, потому что можно сказать другими словами. Ребенок не придаст этому значения. Человек у него спрашивал, а вот какая у тебя морковка? Вот он как бы сам вытаскивает из ребенка слова, и ребенок говорит то, что ему хочется услышать. Он говорит, она самая большая. А какого она цвета? Она очень сильно оранжевая. И он запоминает, как бы, по сути, то, что он сам говорит, и что он сам хочет услышать. И потом он весь такой хэппи бежит, такой, они сказали, что мне самая лучшая морковка. Хотя, в принципе, этого не было произнесено от того человека. Ребенок сам это услышал просто путем наводящих вопросов. И это так круто, что уметь разговаривать и подобрать правильный подход, контакт, это все очень интересно. И просто тоже фильтруйте свой... Все, я говорю, вы должны быть фильтром. Фильтруйте... Как вот этот фильтр? Да, фильтруйте свой разговор, свои действия, поступки, жесты, все такое. Эмоции как бы тоже понимайте, то, что не все, что сделано или сказано на эмоциях, не понесет последствий. Это все понесет последствия, и потом вы скажете, ой, да сори, да я был там злой, да у меня там тарелка разбилась, моя любимая, я вообще весь мир возненавидел, вылил это все на другого человека, прости, ладно, все, проехали, я забыл, я уже теперь обратно счастлив. А тот человек сидит, у него там, здрасте, а тот человек... Love in peace. А тот человек сидит с испорченным не то чтобы днем, у него может жить перевернуться. Да, а если там еще человек, который накапливает это в себе, никогда не говорит, да. Такой тип людей, ой боже. Это очень плохо. В один момент это все вырывается наружу. Это выльется, и это страшно. Никогда не накапливайте все тоже эмоции. И что мы еще хотели затронуть? Я хотела затронуть дальше то, что родители пытаются, не говорю, что все, не говорю, что всегда, но они пытаются сделать из вас свою несбывшуюся мечту.
Они пытаются слепить с вас того снеговика, которого не получилось сделать самому. Это по факту они тебя отправляют, ты мальчик, они тебя отправляют в балет. Я не говорю, что это плохо, опять же, no offense for anyone, но они тебя отправляют в балет просто потому, что мама хотела быть балериной всю жизнь. Ну, у нее там проблемы с коленями, или там она не захотела, и она не получилась. Значит, я себе создам маленькую копию и выращу из него балеруна или балерину. Ну, в общем, примерно это самый... Простите. Ну, это опять же все утрировано, но смысл вы понимаете, когда люди, родители пытаются из вас слепить все, что у них не получилось. И, наверное, тут мы вступим в диалог. Это касается, мне кажется, и карьерной лестницы. То, что родители могут вас отправлять туда, куда они сами не попали. Или куда они очень хотят, до сих пор не могут. И у них была мечта пойти на юриста, значит, мой сын должен быть юристом. А сын там просто любит рисовать картины вообще каждый день. И люди слушают это, дети. Я очень знаю многих детей, своих, точнее, знакомых там, неважно, которые реально идут туда, где им сказали родители. Они говорят, вот я туда иду, я просто ненавижу все каждый день, я терпеть-то не могу, я не знаю, как я буду там работать вообще, зачем оно мне надо. Мама сказала, что это самая крутая профессия, ты будешь миллионером. Ну, окей, наверное. Они отучиваются, из них специалисты никакие, если вообще доучиваются, многие просто бросают это дело на полпути, если не доучиваются, они либо не идут работать дальше по специальности, либо если они все-таки вот эти все степы прошли и пошли работать по специальности, они, во-первых, убили свою любовь к хобби, если они этим не занимались, и такие, ладно, это не мое, пойду там быть юристом. Они убили свое хобби, они убили в себе индивидуальность, творчество, ну, в любой сфере это может работать. Они пошли туда, куда им сказали. Просто потому что, наверное, это правильно. Про это я имею в виду в начале видео, когда я говорю, что фильтруйте все. Не всегда это может быть то, что вам реально нужно. Ты идешь учиться на врача, да, на медицинскую ветвь. Все говорят, вот доктора это супер крутые миллиардеры. Они очень много зарабатывают во всем мире. Но тебе должно быть, наверное, нравится это. Тебе нравится? Пока нет. Все честно. Пока нет. Мы только начали учиться. Пока нет. Ну сейчас пока сложно это сказать, но я говорю, с выбором профессии и с тем, как вас родители пытаются куда-то направить, это одно, потому что они вам это советуют из понимания, что вы все еще малы, и вас мотает ветром туда-сюда. Сегодня вы хотите снимать кино, завтра вы хотите петь, послезавтра вы хотите быть хирургом и оперировать людей. Поэтому вас просто направляют на путь, который стабильный. Вот вы идете типа гарантированный доход, прям хочешь, вот занимайся чем хочешь. Гарант качества. Ну вот не слезай. Хочешь, повернись туда, повернись сюда, попробуй, понравится, иди. Но на самом деле я в чем-то могу согласиться, потому что на самом деле я по себе знаю, я за последние 2 года перепробовала столько хобби, сколько не пробовала за 18 лет, на самом деле, реально, начиная от баскетбола, заканчивая теннисом, и там и что-то и снимать, и всё писать, подряд. И делать, и рисовать, и говорить, и бегать, и что только нет. Ты прям стихами складываешь. Да, и что-то получилось, и что-то нет, что-то еще хочется делать, и на самом деле это процесс жизни, это то, что ты и... Enjoy. То, что ты enjoy. Да, то, что ты чувствуешь, то, что ты должен проходить, потому что мы живем не ради результата, мы живем ради процесса. Вау. Да. Поэтому пока я не жалуюсь, но если честно, ты меня описывала, мою историю? Нет. Потому что я доказывала, она меня описывает. В том числе, но не совсем. Ну, то есть ты не одна такая, грубо говоря. Ну, на самом деле, это каждый первый. На примеде. Нет. Каждый первый на примеде? на медицинском. Наверное. Правда, его спроси, сам пошел. Тут я просто хочу обратить больше внимания. Ты говоришь, там хобби, это все меняется, все продолжается. Главное, не... Ладно. Это была цитата из Коржа, не суть. Я про то, что когда это вопрос карьеры и вашей жизненной деятельности, ты типа налей мне чай. В вашей жизненной деятельности просто вы должны понимать то, что время, оно
уходит, или если вы там даже доучитесь, и потом вы такие, нет, не мое, я пойду учиться все-таки на художника, вы потеряете время, хотя вы изначально знали, что вы художник. И время очень ценно. Время, деньги, время вообще все. Вы молоды, может быть, не молоды уже, может быть, вы в нормальном, просто в среднем возрасте, неважно. Вы цените вообще все, каждый свой день, и время. делайте именно тогда, когда придет желание это делать. Да. Не Никогда не заставляйте откладывайте то, что... Никогда не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Супер заезженная фраза, но это так правдиво. Правда, откладывая даже на пару часов, Нет. не нужно это делать. Вы живете один раз, пробуйте прямо Да. сейчас, когда придумали. Все-таки завершу мысль про карьеру. То, что просто, если вас даже направили кто-то идти туда, подумайте, каким вы будете специалистом на выходе. То есть, если вы понимаете, что да, окей, я все-таки могу быть врачом, я все это выучу, а не там спешу всех все 4 года в универе. Просто вы должны понимать, что если вы это начали, вы должны довести до конца и закончить в одно слово. Слилось, вы должны это довести, и у вас должно получиться хорошее зерно в обществе. Если вы вложили туда время, деньги, силы, все подряд, пожалуйста, сделайте себе результат хотя бы. Будьте тем человеком, на которого вы учитесь, или то, чем вы занимаетесь. Многие могут даже не учиться где-то в универе, но у вас явно что-то есть, чем вы занимаетесь по жизни. Просто тогда уже просто работайте над этим, доведите это до результата, до чего-то, до результата, который вам нужен, который вам нравится. И вы должны понимать то, что да, я могу пойти на эту профессию, и я могу быть нормальным специалистом, потому что если вы медсестра, только начали работать, и вы не можете терпеть иголки, уколы, кровь и вообще все такое, ну, это только начало. Ты знала, куда идешь, ты отучилась, будь добра, тогда уж выполняй свои обязанности, раз ты себя записала в медсестру. Потому что да, и лучше это тоже изменить плохо. это на начальном этапе, потому что если вы закончите чем дальше, тем хуже. Я сделаю на примере медицинского. Если вы закончите все 6 лет меда, вы сядете с дипломом, он вам не нужен, работать вы не хотите, как вот эти вам приколы, страшно, то, вам, что это да, для резки. вам страшно, вы не хотите, вам отврат. Если вы придете к своим родителям, покажете корочку и скажете, ну а что ж мне теперь сделать? Поверьте, они ничего не скажут. Они будут хэппи сидеть с бокалом шампанского. Да, они даже хэппи, они не будут хэппи только если ты будешь счастлив. Если ты к ним придешь, скажешь, мама, я написал книгу, у меня есть деньги, я не голодаю, я счастлив, мама будет так же рада. Ей не нужна корка, даже ей не нужна медаль, ей не нужен кубок, ей ничто не нужно. Ей нужно, чтобы вы были счастливы и вы хорошо покушали, и вам было где спать. Просто поймите, если вы придете и скажете, вот, корка, на ну что, тебе, теперь вот как вы ты довольны, хотела, да. теперь ты это, ну что ты мне скажешь? Ничего они вам не скажут. Они молодец, за мои-то деньги. Ну, зато у тебя есть работа, зато у тебя и есть, ничего да. мы тебе не скажем. И бежать ради этого не стоит. Теперь ты себя обеспечил постоянным доходом, и то не факт. Жаловаться что... будет некому, жалеть вас будет тоже некому. Все, что они смогут сделать, тоже развести руками и сказать, ну, теперь тебе 26. Или больше. Ну, что мы тебе можем предложить? Ложись на диван, спи. Ну вот, ходи в свою больницу по 20 часов в день и найди себе жену и заведи ребенка. Да мне даже кажется, не будет охоты жаловаться кому-то. Ты сам поймешь, что... Мне кажется, это будет просто тотальная депрессия. Нет, правда, ты просто поймешь, а что люди сделают, Время? что они тебе сделают. Они тебе посоветовали, они дали свой адвайс. Это было твое решение, принимать его или нет. Кому ты пойдешь? К маме? Ну что она сделает? Руки разведет? Ну, да. Ну, руки я могу для вас сейчас развести. Ну, сори. Поэтому мы говорим. Пока не поздно, да, пожалуйста. думайте. Принимайте правильные решения. Если нравится, делайте. Позиция... Для всех самое главное, чтобы вы были счастливы. Да, для вас самих тоже. И хорошо кушали. Как мы сейчас. И Да. последний поинт, я думаю, который мы сейчас так резко соскочим. У нас, мне кажется, нет? темы, наверное, в каком-то шахматном порядке. Мы говорим то про детей, то про психологию, потом опять про детей. Одно В общем, другое дополнять. ну, последний такой big topic. Позиция child free. О, ваше мнение, мадам? Опять же, давай, можно мы начнем с тебя? С меня? Да, что ты думаешь Ой, про я, позицию child free? Наверное, я буду супер скучная для людей. Вот Скучная. такого. Да. Нет, что? Скучная, а не скучная.
you know. Сейчас начнется файт жесткий. Нет, я, наверное, скажу какие-то супер банальные вещи, но у меня всегда был пример, что вокруг меня были братья, были мама с папой, были мои дяди, тети, у которых тоже есть дети. И я могу сказать, что в сравнении с людьми, у которых детей не было, было больше моментов, где положение иметь детей выигрывало, чем положение не иметь детей. Я абсолютно соглашусь, что есть люди, которые хотят жить для себя, и я абсолютно их понимаю, но я все же, я не могу. У меня как-то нет понимания, что у тебя нет... Как-то даже не Продолжение? Нет, не то, что продолжение. Я говорю, я всегда основываюсь на том, ждет ли тебя кто-то дома или нет. Кот, собака, хомяк, там... Рыбка. Молодой человек в статусе молодого человека, это круто. Но это нестабильно, они не будут тебя ждать вечно, правда. Даже собачка любимая тебя ждать не будет. Дети тоже уедут, как ты. Ну, дети, это все, это перманентно. Тот, кто тебя ждет дома, кого ты можешь растить, тот, кто потом тебе... Можно сказать, что ты себе рождаешь лучшего друга. Вот я могу сказать, что мы с моим папой, вот я могу точно прям заявить, что мой папа когда-то 18 лет назад родил себе лучшего друга, потому что какой коннект у нас с ним, вот я уверена, что у него со своими друзьями как бы он тоже есть, но это немножко другой, потому что я думаю, ребенок это вот очень круто, это вот правда твой лучший друг, который вот твой, вот это прям продолжение тебя. Оно только получше, поприкольнее, какое-то еще чуть-чуть другое, но оно в основном с твоими настройками. И ты такой смотришь, блин, это классно, это прикольно. И я говорю, как Полина уже упомянула, у нас немножко разные сеттинги. То есть я живу с такой позиции, что семья это самое крепкое, что у тебя есть. Потому что смотря на все ситуации, которые были, насчет этого я тоже согласна, да. Это то, что оставалось всегда. Да, это ты переезжаешь, ты что-то меняешь, у тебя там сегодня есть деньги, завтра нету, там сегодня это, завтра опора, то, а это всегда оставалось. Да. Ругаешься, ты не ругаешься, оно всегда есть. То есть даже нет понимания, даже нет мысли, что а вдруг завтра я приду, а у меня не будет брата дома, и мама куда-то уедет, и мамы не будет. Оно всегда есть. И вот это ощущение, что у тебя всегда 100%, неважно, кто ты сегодня, кто ты завтра. Же момент. Вот оно есть, вот есть твои люди, твоя семья, твои дети, и вот это самое стабильное. Поэтому я супер нейтрально к этому отношусь, никого не джаджую, но я, наверное, 80%, что я выберу, типа, иметь ребенка, чем не иметь. Ну, наступит, наверное, момент, когда у тебя не будет мамы, не будет папы, брата, там, сестер. Конечно, мы все не вечные, смерть встречаем жизнь. Мне кажется, поэтому люди себе... вообще репродуктивная система, это заложено в нас генетически, потому что мы должны размножаться, бла-бла-бла. Но мне кажется, то есть если одних как бы отходит, мы рождаем все новых. И мы такие, у нас теперь все равно есть кнопка. Это глупо основываться только на репродуктивную систему. Это глупо. Это глупо. Иногда. Ты более комплексная составляющая, чем просто... Я понимаю, человек более сложный чем просто инстинкты и просто гормоны, которые у тебя играют. Ты намного сложнее этого, ты можешь это контролировать. Но теперь моя opinion. Да, теперь, пожалуйста, мой opinion. То, что я не сказала бы, что я сильно за и сильно против. Ну, то есть мне сложно сделать вывод насчет этого прям вопроса, хотя, в принципе, я начала эту тему, но точнее, в силу возраста. То есть я в том возрасте еще, когда, какие дети? Типа, я только закончила там школу и все такое. Я забыла спросить, а на какую перспективу мы это смотрим? Если априори, просто твое мнение на данный момент времени. Ты его как бы сказала, да? Или у тебя что-то? Нет, я просто так говоришь, типа, вот в силу возраста. Просто я хочу договорить то, что я не могу... На ближайшие 5 лет? Какая у тебя перспектива? Нет, вообще априори. Тогда при чем здесь наш возраст сейчас? Я хотела сказать то, что
мне кто там рассказывал, то ли мама, то ли просто какой-то знакомый, не знаю, не помню, то, что вот у них был момент, когда им там что-то там 24, и у них проснулось явное чувство, что они хотят быть мамой. Вот этот инстинкт материнства, когда Вот они что ты прям имеешь в виду, хотят точно. детей, и они знают то, что no matter what, я хочу себе ребенка, я прям готова, я иду покупать пеленки. Такого у меня еще нет, поэтому мне, наверное, сложно оценивать, потому что, наверное, когда ты в этом потоке, ты закроешь глаза на все, на то, как тяжелые роды, на то, насколько тяжело это все выносить, потом родить, сам процесс, потом восстановление, послеродовая депрессия, ну, как бы, такие вещи, у которых, может быть, даже не все освещены, и просто все вот в этом потоке флюидов, там гендер-пати, тортики, там моя мама станет бабушкой, вот это все, это, безусловно, приносит эмоции, как бы так оно и есть, но у этого всего есть и обратная сторона, про которую мало кто говорит, либо, ну, все знают, но не говорят, это то, что дети в раннем возрасте, или когда они маленькие, ты встаешь 20 раз в ночь, это очень тяжело, как женщины выглядят уставшими, когда у них мешки под глазами, они все вымучены, и это хорошо, когда есть там муж рядом, да, который тоже с тобой готов перемешку ночью вставать, то есть это твоя должна быть такая же опора, как поддержка, как и ты, сама для себя, то есть, как ты говорила, не нужно, чтобы мама все выращивала, а папа приносил деньги, то есть должно быть взаимопонимание между родителями, но это очень тяжело, и когда люди делают ребенка, это хорошо, если они это понимают, они готовы идти на эти риски. Я не знаю, потому что меня очень пугает, наверное, ну, я говорю, это в силу возраста, но меня очень пугает вся эта... Если что, я не имею в виду, что я хочу ребенка прямо сейчас. Нет, просто мои мысли, то, что подумай там, то, что ты будешь ходить с таким животом 9 месяцев, это будет тяжело, это будет неудобно, потом ты будешь рожать. Забывается, нет? Я не знаю. Ну, После родовой депрессии как будто у тебя мозг как бы абстрагирует боль, ты... Ну, вот даже вот спроси, допустим, Ну, свою наверное, маму, да. допустим, помнит ли она, что он там ходил, у меня был огромный там арбуз перед вместо живота, Все это было так тяжело. excited перед появлением и роды были ребенка. сложные, но это... Нет, мозг абстрагируется, это то же самое, как ты, допустим, не помнишь, что насколько больно тебе было, когда ты падал, ты просто помнишь сам факт, что ты упал, потому что это будет... Ну, наверное, в этом плане. Да, это тяжело, но просто это, наверное, наверное, просто про вещь. Веришь ли ты, что это имеет смысл или нет? Я вот хотела просто более по факту говорить, а не тоже как больно роды. Это то, что на вопрос, хотела ли бы я иметь детей по жизни, я не знаю, потому что, наверное, должен наступить тот самый момент, когда я осознанно к этому подойду и скажу, да, они мне нужны, для чего-то, я знаю зачем, я знаю когда, я знаю где. Ну, то есть, когда... Чтобы воду придет в старости. Когда у меня все в жизни нормально, я уверена в своем партнере, в своем окружении, в то, что у нас будет стабильно, и то, что мы не окажемся один день без денег, без квартиры и типа того, чтобы этот ребенок от этого не страдал. И в то же время я не могу себя, наверное, представить, то, что я там старушка, у меня нет никогда детей, знаешь, ты там умираешь, и на тебе как бы типа заканчивается род, если ты там один ребенок в семье или типа того, и просто типа все, ты прожил свою жизнь, и ты после себя ничего не оставил. Это тоже нормально, это нормальная позиция и так далее, я понимаю, то, что есть люди, которые, кстати, не то чтобы не хотят, есть люди, которые просто не могут даже физически. Это тоже так грустно, когда люди хотят детей, они просто не могут их иметь. И это очень печально. Поэтому позиция child-free, я не могу сказать, что я ее прям поддерживаю, типа я child-free. Нет, чтобы сделать то или иное заключение, я должна пройти, наверное, через больший опыт, вообще понять, что по жизни, потому что я-то, в принципе, сейчас учусь в универе, что я могу сказать насчет child-free. Конечно, незапланированных детей не хочется и все такое, но когда это придет к планированию, я надеюсь, что мне в жизни все будет понятно. Это такой момент, к которому нужно подходить очень ответственно, и, пожалуйста, если вы вдруг в такой фазе, просто реально сядьте на трезвую, свежую голову и подумайте, что из этого
повлечет, что это за собой последует. Это не то, что вы, как ты говоришь, там купили себе рыбку, хомяка, кота. Они проживут с вами долгую часть вашей жизни, но они не требуют такого ухода, внимания. Человек — это маленький человек, который вы рождаете, вы должны его вкладывать то, что вы имеете. Если вы гордитесь тем, какой жизненный путь вы прошли, какая у вас там карьера, опыт и все такое, вы прям вот, это идеальная жизнь, которую вы могли прожить, и вы готовы это вложить в своего ребенка, окей. Но если вы считаете, что бить детей это нормально, я думаю, вам не стоит иметь детей, пока вы это не вылечите в своей голове. Ну, то есть разумно. Вы должны как бы понять, что к чему, и то, что это не на 10 лет, не на год, не на 20 лет, а это то, что ваш ребенок переживет вас. Вы рождаете человека, который увидит вашу смерть, ну, в большинстве случаев, как это должно быть. И все. Вот вы рождаете, и ваша жизнь делится на до и после. Вы должны понимать, что это такой момент, как раньше, уже не будет, это точно. И в каком возрасте это будет, решать вам. Будет ли это вообще тоже решать вам и нам, и так далее. Просто я советую подходить к этому обдуманно. Ну, это, наверное, банальные вещи, но просто это реально важно, чтобы не приносить в мир людей, которые будут черствые, злые, насильники и наркоманы, там убийцы. То есть вы должны понимать, что вы туда вложите, и стоит ли игра свеч. Типа того. И, наверное, напоследок, как обычно, я стараюсь закончить цитатой. Сегодняшняя цитата будет... Сейчас придумаю. Подожди, я вспомнила кое-что. Ты пока вспоминай цитату, я кое-что вспомнила. Насчет этой темы. Мы когда с тобой делали видео, когда мы затронули тему родителей на пляже, я кое-что мне попалось. Я даже сделала специальный скриншот. Что, трактор называется? Чтобы потом... Нет, это касаемо родителей, чтобы потом это сюда приплести. One second, guys. Я нашла картинку, Да, в общем, я покажу есть. вас так, но Ну, она мы будет доставим. на экране, там, где родители отрезают ребенку крылья, и написано: «Доча, это не работа, она не даст тебе успеха, пойдешь на медика». Это, в принципе, все, про что мы говорили в одном Да, изображении. Мы не нужны. Зачем Вот мы? я не нужна. Ну, я не буду вставлять там, где мы про это говорили, пусть люди посмотрят до конца. Вообще, ну, вы поняли то, что это даже случайная картинка, которую я сохранила уже давно. Да но нет, почему? Это просто та же самая мысль, сокращенная до изображения. Да, до такого простого способа восприятия информации, как изображение. Да, ну так что, закончим цитатой. Да. Как говорил великий скриптонит, даже если дурак, можно исправиться. Спасибо Воу. большое, что спасибо Да. большое, что смотрели. Здесь мы вас благодарим. Целуем, чмоки в щеки. Огромное спасибо. Спасибо за весь ваш фидбэк, ребят. Это очень круто. За ваши Да, и, комментарии, пожалуйста, лайки, пишите побольше. за мои там ответы на истории, вообще где угодно. Мы это очень все любим, ценим. Спасибо огромное. Это очень нам дает мотивацию. Это значит, то, что я все делаю правильно. Как говорил перелазим через заборы, как его, Щербаков. Очередной забор за моими плечами, это значит, что я все делаю правильно. Спасибо. Любим. До встречи в следующем выпуске. Ба! Точки зрения.